Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный торт ириска. Торт, который можно приготовить без сливок, без сыров, без желатина. Будем его готовить тающий во рту, необыкновенно вкусный. Итак, приготовим карамель. Здесь у меня 200 грамм сахара. Я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться. Из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5–2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. 120 грамм муки, 6 грамм разрыхлителя, 30 грамм какао-порошка, 15 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю, отставляю пока в сторону. Четыре яйца среднего размера весом без скорлупы, примерно по 50 грамм каждое яйцо. Щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до появления вот такой пышной пены и добавляю туда 120 грамм сахара. И взбиваю сейчас минут 7-8, чтобы получилась вот такая пышная, воздушная, побелевшая сильно масса. Теперь добавляю туда 100 мл молока комнатной температуры и 60 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Порциями, очень аккуратно, круговыми движениями я вмешиваю туда всю сухую смесь. Можно брать венчик, как вот у меня крупный такой венчик, можно лопаткой. Это все на ваше усмотрение. Итак, форма для выпечки у меня здесь 20 сантиметров в диаметре. Выпекать я буду вот в таком раздвижном кольце без дна. Я его застилаю всегда фольгой пищевой. И выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции при температуре 175 градусов Цельсия примерно 35–40 минут. Бисквит испекся, я его остужаю до той степени, чтобы я могла до него дотрагиваться, и сразу же в теплом виде извлекаю его из формы. И в таком виде оставляю его сейчас остыть до комнатной температуры. Пока остывает бисквит, я приготовлю крем. Итак, здесь у меня 200 грамм молочного шоколада, 40% какао. Я отправляю сейчас его растапливаться в микроволновку. Импульсами растоплю. 200 грамм размягченного сливочного масла. Растопила я шоколад. Добавляю туда весь шоколад, тоже 200 грамм шоколада. То есть здесь очень просто. 200 грамм масла, 200 грамм шоколада. Температура шоколада не должна превышать примерно
28 градусов Цельсия. 26-28 градусов. Очень хорошая температура. Сейчас соединяем все это. Пробью сейчас все это миксером, просто чтобы массы объединились. Здесь сразу отвечу на вопрос, можно ли брать горький шоколад, темный, 50-70%. До 50% еще можно брать процентов какао в шоколаде. Если 70% какао, то нужно будет добавлять уже сахарную пудру, поэтому это уже совсем другой рецепт. Здесь делаем именно на молочном шоколаде. Итак, просто объединила эти массы. Масса неустойчивая, взбивать ее дальше не имеет смысла. Убираю сейчас эту массу примерно на 15 минут в холодильник. Она у меня остынет до 23 градусов Цельсия, чтобы было комфортно ее уже взбивать. Убираю в холодильник. У меня прошло примерно 15 минут. Масса охладилась до 23 градусов Цельсия, 21-24 градуса, не выше должно быть. И повзбиваю примерно 1 минуту сейчас ее, не больше. То есть рецепт очень быстрый. В плане вообще работы с этим кремом он готовится в течение 10 минут, это максимум. Конечно же, все это можно взбивать в планетарном миксере. В планетарном миксере крем будет более ровный. Здесь маленькие такие дырочки всегда присутствуют именно от взбивания ручным миксером. Добавляю сейчас туда 100 мл молока комнатной температуры, ни в коем случае не холодного. Добавлять буду в 3 приема. Прорабатываю так вот примерно секунд по 30 каждое добавление молока, каждую порцию. Крем не расслоится от молока. И когда последние вот так примерно 30 грамм молока, 30 миллилитров я добавила, после этого я взбиваю еще примерно 1 минуту. Крем будет пышнее, он немножко вот так увеличился даже как бы в объеме. И вот таким посветлевшим он станет. И необыкновенно просто вкусным. Карамель у меня уже остыла до комнатной температуры. Я ее перекладываю в кондитерский мешок. Визуально делю количество карамели примерно на 2 равные части, потому что использовать я ее буду на 2 коржах. Бисквит полностью остыл. Вы его можете также убирать на ночь в холодильник в пищевой пленке, также замораживать где-то неделю в пищевой пленке в морозилке. Я сразу его нарезаю. Это шифоновый шоколадный бисквит. Его подробнейший рецепт есть на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании. Тонкопористая, шикарная структура всегда у этого бисквита получается. И начинаю сборку торта. Бисквит быстро, его нарезать можно даже еще в не до конца остывшем виде. То есть он не требует здесь отдыха. Пропитку я здесь делаю обычным молоком. 100 мл молока хватит на этот тортик. Шоколадный крем я также переложила сейчас в кондитерский мешок. Мне так удобнее будет гораздо работать, потому что мы будем делать также бортики из крема. Этот шоколадный крем, крем-лакомка, он есть на моем канале. Из 3 ингредиентов всего, подробные видео есть. Вы можете пройти по ссылке, я вам оставлю ее в описании к данному видео и спокойно посмотреть то видео, где я подробно все объясняю по этому крему. Крем этот не ощущается как масляный крем в начинке. Крем очень вкусный и идеально просто сочетается с карамелью и с орехами. Такой тортик я пробовала также готовить и с пралине, и с ореховой пастой, и с нутеллой, но все равно вот вариант этого торта именно вот с кремом лакомка мне нравится больше всего, поэтому делюсь этим именно вариантом с вами, уже отработанным. Здесь 70 грамм обжаренного, такого мелко нарубленного фундука. Вы можете и крупный фундук здесь использовать. Кроме фундука, здесь нежелательно использовать другие орехи, потому что в конфете вот этой тофифи идет именно фундук, так как мы делаем, в принципе, тортик подобный по вкусу этой конфете. Ну, это все на ваше усмотрение. У кого нет фундука, можете арахис обжаренный готовить, но уже будет что-то вообще совсем не эта конфета, скажем так. Здесь я покрываю таким тонким слоем крема уже карамель с орехами и могу уже выкладывать второй корж. Второй корж также пропитываю, также наношу на него крем, абсолютно все то же самое с ним делаю. В этой карамели вы можете не использовать сливки. Рецепт карамели на молоке я вам оставлю также в описании к данному видео. Все это есть уже на моем канале. То есть этот торт реально приготовить вообще без использования сливок и, естественно, дорогих сыров.
То есть сыр здесь вообще не предусмотрен в этом рецепте, а сливки можно заменить на молоко. Все рецепты я вам оставлю в описании к данному видео. Торт минимум на 4 часа вот в таком виде убираю в холодильник. Сейчас по прошествии 4 часов я подогрела до кипения 80 мл сливок для взбивания. Добавляю туда 100 грамм молочного шоколада. Шоколад у меня 40% какао. Вы можете брать также темный шоколад в пределах 50% какао, иначе глазурь уже будет немножко такой горьковатой сверху. Это нежелательно. Но 50% какао еще подойдет. Также, чтобы заменить сливки, и в этом рецепте вы можете использовать глазурь на молоке. Ее рецепт я вам напишу в описании к данному видео. Убирала на час в холодильник. После этого глазурь уже очень хорошо застывает. Размечаю сейчас с помощью вот такого вот приспособления тортик на 14 порций. И здесь у меня 100 грамм обжаренного молотого фундука. Вы можете посыпать чем угодно здесь. Я посыпаю фундуком. Здесь у меня оставалось буквально пару ложек крема. Я это делала намеренно. Убирала также его в холодильник. Потом его также можно достать. Он быстро у вас при комнатной температуре опять согреется. И делаю вот такие незамысловатые завитки, чтобы на них поставить конфеты. Здесь у меня конфеты тофифи. И можно ими украсить торт. Можно этого вообще не делать. Но я украшаю именно конфетами. Торт получается незабываемо просто вкусным и очень просто приготовление. Его можно приготовить очень быстро. Коржи можно испечь заранее. Крем готовится очень быстро. Карамель за неделю можно приготовить заранее. Хранить ее лучше, конечно же, в стеклянной герметичной посуде в холодильнике. Но можете и также в пластиковой посуде хранить, если она хорошего качества. Торт этот лучше всего нарезать горячим, сухим, большим ножом, крупным, вот как я показываю в видео. Торт пропитанный получается, сочный, очень-очень вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.